В нашей жизни наступил момент, когда нам нужно было замедлиться. Мы перестали замечать мелочи, из которых складывается жизнь, и решили переехать ближе к месту, которое раньше посещали только в отпусках, скалолазному району Гейбаиры. Когда мы впервые оказались на турецких скалах, сразу поняли, вот оно место, где бесконечное количество интересных, пробитых и безопасных маршрутов. Здесь, в Турции, люди умеют жить не спеша и просто. Это то, чего нам так не хватало. Но этому нам еще только предстоит научиться у этих добрых и отзывчивых людей. Кстати, это тетушка Айше. Подъезжая к скалам, мы всегда видим, как она машет нам рукой. Она здесь как часть этого места. Все скалолазы заходят к ней за свежими овощами и фруктами. И она всегда делает нам скидки, что-то дарит просто так от души. Зимний сезон в Гейбаиры начинается в конце ноября. Это значит, что солнечные стены становятся доступными для лазания. До конца апреля здесь можно заниматься любимым делом в комфортную летнюю погоду. Смотри, вот такая вот трасса Барбаросса по пещере немножко. Открывается вот такой вид. Можно следовать за веревкой. До скал от нашего дома 15 километров, и через день мы снова в Гейбаиры. Такой ритм позволяет мышцам восстановиться, коже на пальцах не стираться слишком быстро, а редкие зимние дожди дают дополнительный отдых и помогают восстановиться еще лучше. Мы находимся на скалах Гейбаиры. Вот здесь находятся такие сектора, как начиная от Посейдона до Аладдина. Это сектора зимней экспозиции. То есть летом здесь лазить невозможно, они стоят на самом солнце. Поэтому зимой, чтобы вкусить прелесть этих маршрутов, нужно обязательно их облазить. Сектор Аладдин, чем он хорош? Ну, вот тем, что трассы, 9 трасс, да, здесь. И они, так скажем, положительные. И в то же время здесь трудность, она равномерная. То есть они высокие достаточно, порядка 30 метров. И все трассы равномерно, сложность на них распределена равномерно. То есть... Так, ну все. Как бы мы на базе находимся. Слева от меня ребята работают на 6А+. Что-то у них плохо получается. А вот такие виды с нашей скалы. Вот там сектор Посейдон в тени немножко находится, а это вот Аладдин. На чем Аладдин? Внизу вот Марина Евгеньевна. Зимой сюда приезжают скалолазы со всего мира, и порой удивительно, какой путь проделали люди ради встречи со скалами Гейбаиры. Это действительно уникальный район с более чем 1000 маршрутов. Всем добрый день, меня зовут Сергей, мы приехали первый раз в Гейбаире, мы с Ростова-на-Дону, и это давняя мечта наша. Первый раз? Первый раз, да. Это да. Вот, это место, мы назвали его Мекка скалолазания. Вот, это невероятное количество трасс, добрых людей, каждый поможет, расскажет. Мы приехали в никуда, не зная языка, не зная территории, как общаться, ничего не зная.
Но только мы вышли с самолета, нам все рассказали, показали. Можно сказать, сюда, в Гейк-Баире, нас и привезли. Советую всем посетить это прекрасное место. Я вас люблю и обнимаю. Рельеф трасс очень разнообразен, а сектора находятся в потрясающе красивых местах. В этом фильме вы увидите не только, как мы проводим время в зимнем Гейк-Баире, но и сам район, лучшие сектора для лазания в это время года и интересные трассы самых разных категорий. Французская классификация маршрутов делит их по сложности. 5-я категория – это положительный рельеф, где основная работа идет ногами, а руки лишь помогают удерживаться. В конце января уже чувствуется весна. Коты устраивают свадьбы, цветут деревья. И все теплее и теплее, день уже длинный, и уже можно позже возвращаться со скал. Шестая категория – уже более вертикальные трассы, где руки работают наравне с ногами. А так как у человека сильнее развиты нижние конечности, без подготовки такой рельеф становится серьезным испытанием. Сегодня такой хороший, добротный день. Я даже сподобился 2 серьезных трассы провести. Как бы я рад за себя. Как ты работаешь со страхом перед срывом? Можно ли вообще перестать его бояться, или он остается всегда? Когда ты подходишь к своему предельному уровню, ты не знаешь, сможешь ли осилить маршрут или нет. А значит, тебя ждет возможность падения, встреча с местами, которые покажут тебе непроходимыми. Здесь важна не только физическая подготовка, но и психологическая, вера в себя, в свою подготовку, в напарника. Потому что от страховки зависит твой успех. Невнимательный страховщик может не вовремя выдать веревку, задержит тебя, и в ключевом месте у тебя просто закончатся силы. Но самое страшное – это когда тебя не ловят при срыве. Такое случается даже у опытных. В критический момент ты всегда спрашиваешь себя, а надежна ли моя страховка? Поэтому выбор напарника – это очень деликатный вопрос. Ну все, это кровь с ноги. 50 на 50. Дай 5, как говорится. Горные лыжи? Нет. Сегодня мы завершили челлендж. Он сайты на 6C и 6C+. Алексей доволен. 10 из 20 маршрутов он прошел без срыва. Это был интересный опыт. Если спросить себя, что мне нравится в скалах, простой ответ «нравится лазать» будет неточным. Это как ходьба.
Да, приятно, когда вокруг меняются картинки, но лазание – это другое. Если бы я лез в категории, которые мне легко даются, мне бы быстро это наскучило. Да, для разминки такие маршруты полезны, но по-настоящему меня зовет за грань возможностей. Именно это будоражит мозг. Это дуэль, она делает меня другим. В лазании ведь больше неудач, чем успехов. Почти всегда что-то не получается с первого раза, что заставляет тебя продолжать, несмотря на это. Скала словно напильник, который меняет меня, и не только физически. Когда я уже сдался и понял, без перспективных попыток проходит ночь, в голове все ляжется, и утром снова хочется попробовать. Это и есть самое интересное. Фу, только что слез с трассы Мевлана, на секторе Мевлана, 6C+. Короче, в прошлый раз я лазил с одним срывом, нынче уже два срыва, не знаю, что сыграло, квадрокоптер летающий над ухом или что. В общем, трасса, она, хоть она и 6C+, она требует высокой концентрации. Turkish Стандарт – идеальный сектор для первых дней лазания после приезда или длительного перерыва. Его легко найти, он находится рядом с Джосита Кэмп, а подход к трассам короткий и удобный. Здесь удачный рельеф, хорошо продуманное категорийное распределение, и каждая трасса дарит удовольствие. Так, ну что, только что слез с трассы 6C+, миссия на Марс, сектор Turkish Стандарт. Ну, как бы, на удивление, трасса далась легко достаточно, не знаю почему. Поэтому даже мне квадрокоптер не мешал. Вот. Ну, я думаю, что это одна из таких знаковых трасс района. Ой, она такая визитная карточка, что ли. Ну, я бы рекомендовал ее. Хотя я ее не сильно люблю, потому что она такая болдеринговая, а болдеринг тренировать у нас тут негде, кроме как по скалам. Но для любителей таких болдерингов она понравится. В общем, вот так вот. Гейк-Баиры – это не только скалы. Здесь есть и кемпы, уютные, теплые, где можно остановиться на ночь, но иногда остаешься дольше, чем планировал. Здесь всегда находятся новые друзья, напарники, истории.
Когда мы только готовились к первой поездке в Гейк-Баиры, собирали информацию, искали с чего начать, нам посоветовали маршрут «Саксофон» с его поющим колонетом. Тогда мы еще не знали, насколько это знаковая линия. Красивая, мощная, нависающая силовая 6Б+. Она находится в секторе Саркит, что в переводе с турецкого означает «сталактит». Теперь уже я советую ее всем, кто приезжает сюда впервые. Это тот маршрут, который остается в памяти. Когда лазаешь по этим скалам, чувствуешь, к какому богатству прикасаешься. Казалось бы, знакомые маршруты, но что-то меняется, ты сам становишься другим или просто начинаешь видеть иначе. Везде открываются потрясающие виды, а встреча с особенными людьми, скалолазами, делает этот день еще лучше. Каждое утро, отправляясь на скалы, задумываешься, а восстановился ли я? Может сделать выходной? Но каждый день здесь, даже если он забирает все силы, дает что-то большее, наполняет энергией для тела, для души. Ну, рассказ про трассу, чем ты ее можешь порекомендовать? Чем она хорошая? Трасса, ну, она, как сказать, она интересная. Достигнув 7-й категории, вы словно вступаете в особую секту скалолазов. Это не просто фанаты, а люди с железной дисциплиной, готовые жертвовать мирскими радостями ради прогресса.
Зимой скал гораздо больше, комфортных, с нужной экспозицией. Можно лазать весь день, а вот летом все иначе. Солнце диктует свой ритм. Если хочешь встать на эти же маршруты, придется просыпаться очень рано. Летом мы выбираем другие сектора, теневые. Кстати, если интересно увидеть летние гейк-баиры, пишите в комментариях. Мы спустились со скал. Приятный теплый вечер. Вокруг блеют овцы. Слышен звук коз. Если есть рай на земле, он здесь, в Гейк-Баире. Кусаться хочет, нет, гладится. Почему нужно поехать в Гейк-Баире? Потому что здесь в компактном местоположении находится больше 1000 маршрутов. Они расположены буквально на равноудалении 1 километра. То есть пройти 15-20 минут из одного конца до другого не составит большого труда. Мне нравится, что очень длинный сезон. Зимой комфортного лазания. Ни жарко, ни холодно. Вот прям как надо. Еще один плюс – это то, что порода здесь Известняк? известняк, да. Причем он известняк такой капельного типа, то есть он как бы не срез скалы, как в карьере, а именно он образован с помощью воды, которая натекла много, возможно, тысячелетий и образовала такие хитроумные рельефы, там балдушки, там сталактиты, там туфы, и это своего рода образовались такие зацепы. Следующее – это то, что хоть и много людей приезжает, но очередей на трассах нет. Всегда можно дойти и полазить все, что хочешь. И люди абсолютно не мешают. Очень удобно. Но если здесь есть люди, значит, проблема, если вдруг возникает, иногда бывает, напарник заболел или он вообще не смог выехать. Здесь находится достаточное количество кемпов, и можно всегда найти себе напарника по лазанию. Следующее я бы отметила: легко добраться практически из любой точки мира. Хорошо летают самолеты в Анталию, и от самой Анталии тоже очень близко. Легкая логистика автобусами, такси. Очень легко доехать до района. Кроме того, что лазание, хотелось бы еще отметить, что в дни отдыха здесь всегда есть чем заняться. Там кто-то любит ходить по тропинкам, здесь проходит Ликийская тропа. Кто-то любит плавать, если сезон позволяет, а он практически можно плавать, не то что круглый год, но можно и круглый год. Да, можно и круглый год, но, кто-то любит ходить по городским дорожкам, здесь они тоже предоставлены в таком большом количестве. В общем, проблем с аутдо нету. Следующее, что я хотела бы отметить, это варианты проживания. Их большое множество. Можно жить в all-inclusive. Иногда это очень выгодно, такую купить путевку и отдохнуть от работы, пожить в all-inclusive, приехать на машине на скалы и все время проводить на море. Можно жить в кемпе, там весело и интересно. И есть даже сожаление, что мы ни разу не попробовали кемпы. Есть разные варианты апартментов,
в Анталии. И такой вариант тоже есть. Еще бы хотел отметить, что сами трассы, я уже отмечал, что причудливые зацепы, да, но кроме всего прочего, здесь на трассах не практикуют долбленки. То есть, что это значит? Что все зацепы, которые на трассах, они естественного происхождения. Причем они не просто естественного происхождения, они как будто бы хороший трассер сделал эту трассу, они идут в руку. Просто иногда удивляешься, насколько природа классно придумала. Мне нравится, что трассы без каких-то очень жестких ключей достаточно ровные, и ключи соответствуют заявленной категории. Это очень удачные трассы по категорированию. Так, а я бы еще хотел отметить то, что здесь присутствует для разлаза большое количество трасс. То есть тебе нужна какая-то трасса. Бывает, приходишь в район, и там только сложные трассы. Или наоборот, приходишь в район, а там все одно простое, ты размялся, а здесь такого нету. Здесь как бы гармонично все. И высокие категории, и присутствуют и низкие. И достаточно такая пирамидка, то есть малых категорий большое количество. Получается, можно прийти к коллективам, где люди лазают разные категории, удобно. Да, ты можешь прийти с своей компанией, и не всегда нужны, то есть должны быть люди одной квалификации, так скажем. Очень хорошая пробивка. В целом к ней никаких нет нареканий. В основном хорошо пробиты, свежие ключи и безопасно, и логично. Еще я бы сказала, про подходы ты сказал, что легкие подходы, просто даже если ты приехал на машине или на транспорте, то очень быстро подойти. И, наверное, последнее, что хотелось бы отметить, это то, что есть возможность покупать сезонные овощи, фрукты. Это то, что любят все скалолазы. Это растительного происхождения, свежие экопродукты на сезонных рынках.